Представьте себе, два человека, разделенные столетиями, но связанные одной и той же тайной. Один жил во времена каменных дворцов и свечей, другой в эпоху спутников и цифровых экранов – Леонардо да Винчи и Илон Маск. Их имена звучат как символы гениальности, но за ними скрывается гораздо больше, чем принято показывать. В их биографиях есть моменты, которые редко обсуждают вслух. Необычные решения, смелые шаги и эпизоды, которые в свое время вызывали споры и удивление. Эти детали не попадают на первые страницы учебников, но именно они помогают понять, почему Леонардо да Винчи и Илон Маск стали теми, кем они стали. В этом видео вы узнаете, как один человек смог соединить искусство и науку, а другой – технологии и будущее целой планеты. Мы шаг за шагом пройдем по их пути и увидим, какие повороты судьбы сделали их фигурами мирового масштаба. Оставайтесь с нами до самого конца, потому что впереди история, где прошлое и настоящее неожиданно сходятся в одной точке, и за каждым поворотом скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Представьте себе мир, где границы между искусством, наукой и технологиями почти не существуют. В таком мире люди, способные видеть дальше своего времени, всегда оказываются в центре внимания. Именно в таком пространстве начинаются истории Леонардо да Винчи и Илона Маска, людей, чьи имена спустя века и десятилетия становятся символами стремления к будущему. Леонардо да Винчи появился на свет в Италии эпохи Возрождения, в период, когда знание только начинало выходить за рамки традиций. У него не было классического университетского образования, однако он рано проявил интерес к рисованию, механике и устройству окружающего мира. Его тетради наполнялись эскизами, чертежами и наблюдениями за природой. Леонардо да Винчи не ограничивал себя одной сферой. Он изучал движение воды, форму крыльев птиц и пропорции человеческого тела, стремясь понять законы, по которым устроена реальность. Илон Маск, родившийся в Южной Африке спустя несколько столетий, вырос уже в цифровую эпоху, где информация была доступна быстрее, чем когда-либо. С детства Илон Маск проявлял интерес к вычислительным технологиям и физике. Он самостоятельно изучал программирование, а позже переехал сначала в Канаду, а затем в Соединенные Штаты, чтобы получить образование и реализовать свои идеи. Этот путь не был простым, но именно стремление к знаниям стало для Илона Маска главным инструментом движения вперед. И Леонардо да Винчи, и Илон Маск начинали без готовых связей в мире элит. Они полагались не на происхождение, а на собственные способности и любознательность. Леонардо да Винчи со временем оказался при дворах влиятельных меценатов, где его талант заметили и начали поддерживать. Илон Маск, развивая свои первые проекты в сфере цифровых платежей и технологий, сумел привлечь внимание инвесторов и создать фундамент для будущих компаний. В этих первых шагах уже проявлялась общая черта. Оба стремились не просто добиться успеха, а изменить представление о том, что возможно. Леонардо да Винчи видел мир как систему, которую можно изучать и улучшать. Илон Маск смотрел на современные технологии как на платформу для перехода человечества к новым уровням развития. Так постепенно формировалась траектория, которая вела каждого из них все ближе к центру глобальных перемен, туда, где идеи начинают влиять на целые эпохи. Путь к влиянию редко бывает прямым, и у Леонардо да Винчи, и у Илона Маска он проходил через умение видеть возможности там, где другие их не замечали. Леонардо да Винчи не просто рисовал картины, он создавал репутацию человека, способного решать самые сложные задачи своего времени.
Его приглашали работать при дворах Милана и Флоренции, где ценили не только его художественный талант, но и инженерное мышление. Леонардо да Винчи проектировал механизмы для строительства, сценические устройства для придворных представлений и сложные инженерные решения, которые делали жизнь в больших городах более удобной и организованной. Илон Маск двигался похожим образом, но уже в мире цифровых технологий. После успеха в сфере онлайн-платежей он получил ресурсы для более масштабных проектов. Илон Маск стал одним из основателей компаний, которые работали с электрическим транспортом и космическими технологиями. Эти направления на тот момент считались сложными и рискованными, однако именно в них Илон Маск видел ключ к будущему. Его решения помогли сделать электромобили привлекательными для массового рынка, а частные космические запуски – реальностью. С ростом возможностей пришло и признание. Леонардо да Винчи оказался в кругах, где обсуждались архитектура городов и развитие инженерных систем. Илон Маск стал фигурой, с которой начали считаться крупнейшие технологические и научные организации. В обоих случаях доступ к таким кругам означал не только уважение, но и возможность влиять на направление развития целых отраслей. Через этот доступ к ресурсам и людям идеи Леонардо да Винчи и Илона Маска перестали быть личными экспериментами и превратились в проекты, способные менять окружающий мир. Их имена все чаще звучали в контексте будущего, и это было только начало более крупной истории. Когда перед Леонардо да Винчи открылись двери самых богатых дворов Европы, его идеи получили пространство для воплощения. Он создавал проекты зданий, каналов и сложных механизмов, которые должны были улучшать жизнь городов. Работая при поддержке влиятельных покровителей, Леонардо да Винчи мог позволить себе долгие исследования, зарисовки и эксперименты. Его мастерские становились местом, где искусство и наука соединялись в единую систему, а каждая новая разработка рождалась из глубокого наблюдения за природой и движением. Илон Маск в современном мире также использовал полученные ресурсы как инструмент для масштабных преобразований. После продажи своей первой крупной компании он вложил значительную часть средств в развитие технологий устойчивой энергии и космических запусков. Илон Маск стал руководителем компаний, которые начали строить собственные производственные цепочки, исследовательские центры и глобальные сети. Благодаря этому он получил возможность не просто разрабатывать идеи, а воплощать их в реальных продуктах и сервисах. По мере роста этих проектов вокруг обоих формировались команды единомышленников. Леонардо да Винчи работал с мастерами, инженерами и художниками, объединяя их в единый творческий процесс. Илон Маск создавал коллективы инженеров, ученых и дизайнеров, которые совместно решали задачи, стоящие на границе возможного. В обоих случаях результатом становилась среда, где инновации рождались постоянно. Так идеи Леонардо да Винчи и Илона Маска перестали быть абстрактными мыслями и превратились в основу систем, способных влиять на целые города, отрасли и представления людей о будущем. По мере того, как влияние Леонардо да Винчи росло, его деятельность все больше переплеталась с развитием крупных проектов городов и дворов. Он участвовал в планировании общественных пространств, систем водоснабжения и архитектурных решений, которые делали окружающую среду более удобной и гармоничной. Леонардо да Винчи рассматривал каждый такой проект как возможность применить знания о геометрии, механике и природе для улучшения повседневной жизни. Илон Маск, в свою очередь, начал работать с инфраструктурой уже планетарного масштаба. Его компании разрабатывали электромобили, зарядные сети и спутниковые системы связи. Эти проекты позволяли людям быстрее передвигаться, оставаться на связи и использовать энергию более эффективно.
Илон Маск последовательно строил экосистемы, в которых каждая технология дополняла другую и усиливала общий эффект. Объединяет Леонардо да Винчи и Илона Маска то, что оба видели развитие как непрерывный процесс. Для них не существовало финальной точки, где можно было бы остановиться. Каждый новый успех становился лишь основой для следующего шага. Их работа постепенно формировала вокруг себя целые направления, которые продолжали развиваться даже без их прямого участия. В этом и заключалась особая форма влияния. Идеи Леонардо да Винчи и Илона Маска становились частью повседневной реальности, а их подход к мышлению и проектированию начинал определять, как люди представляют себе будущее. К этому моменту пути Леонардо да Винчи и Илона Маска уже начали выходить далеко за пределы привычных рамок своих эпох. Леонардо да Винчи был не просто художником, чьи работы украшали залы дворцов, он становился символом универсального знания. Его записные тетради содержали тысячи страниц наблюдений, от движения воды в реках до закономерностей света и тени, от строения растений до принципов работы механических устройств. Леонардо да Винчи стремился описать мир как единую, логично устроенную систему, где каждая деталь связана с другой. Это позволяло ему предлагать решения, которые выглядели необычно, но со временем оказывались практичными и точными. Илон Маск развивал схожий подход уже в цифровую и технологическую эпоху. Его интерес к физике, инженерии и программированию объединился в проектах, которые связывали разные сферы жизни: электрический транспорт, системы хранения энергии, спутниковая связь и программное обеспечение. Все это Илон Маск рассматривал не как отдельные направления, а как части единого будущего. Его компании выстраивали цепочки, в которых исследование, производство и эксплуатация работали согласованно, усиливая друг друга. Важно, что и Леонардо да Винчи, и Илон Маск уделяли огромное внимание деталям. Леонардо да Винчи мог годами возвращаться к одному и тому же чертежу, улучшая его линии и пропорции. Он фиксировал даже мельчайшие изменения, которые замечал в природе, и использовал их в своих проектах. Илон Маск, в свою очередь, известен тем, что глубоко погружается в технические аспекты разработок. Он обсуждает с инженерами конкретные параметры, характеристики материалов и принципы работы систем, чтобы добиться максимальной эффективности и надежности. Со временем этот подход начал приносить результаты, заметные не только узкому кругу специалистов, но и миллионам людей. Работы Леонардо да Винчи вдохновляли архитекторов, художников и инженеров, формируя новое представление о том, каким может быть синтез искусства и науки. Илон Маск через свои проекты повлиял на развитие электрического транспорта и коммерческих космических технологий, сделав их частью повседневной реальности. Оба героя истории умели привлекать к себе талантливых людей. Леонардо да Винчи работал с учениками и мастерами, передавая им свои методы наблюдения и анализа. Его мастерская была местом, где рождались не только произведения искусства, но и идеи, которые продолжали жить дальше. Илон Маск создавал вокруг себя команды инженеров и исследователей, которые разделяли его интерес к сложным задачам и долгосрочным целям. Эти коллективы становились источником постоянных инноваций. При этом ни Леонардо да Винчи, ни Илон Маск не стремились к спокойствию и стабильности в привычном смысле. Их привлекали новые задачи, новые горизонты и все более сложные цели. Леонардо да Винчи переезжал из города в город, принимая приглашения разных покровителей, чтобы иметь возможность работать над все более масштабными проектами. Илон Маск запускал один проект за другим, расширяя сферу своих интересов от интернета к транспорту, энергетике и космосу.
Постепенно их деятельность начала менять не только конкретные отрасли, но и образ мышления общества. Леонардо да Винчи показал, что художник может быть одновременно инженером и исследователем, а творчество может основываться на точном знании природы. Илон Маск продемонстрировал, что предприниматель может мыслить категориями десятилетий и планетарных задач, соединяя бизнес с научным поиском. Так, шаг за шагом формировалась новая реальность, в которой идеи этих людей переставали быть чем-то исключительным и становились частью общего движения вперед. Их имена все чаще упоминались как символы смелого мышления и стремления к развитию, а их проекты начинали восприниматься как ориентиры для будущих поколений. К тому моменту, когда Леонардо да Винчи и Илон Маск достигли широкой известности, их влияние уже выходило за рамки отдельных проектов. Леонардо да Винчи становился фигурой, к мнению которой прислушивались при создании новых городских пространств и инженерных решений. Его идеи использовались при проектировании каналов, мостов и систем, улучшающих движение людей и ресурсов. Он мыслил масштабно, представляя города как живые организмы, где каждая деталь должна работать в гармонии с остальными. Илон Маск в 21 веке развивал схожее видение, только в глобальном масштабе. Его компании создавали инфраструктуру, которая соединяла разные части мира. Спутниковые системы позволяли обеспечивать связь в удаленных регионах, а электрические транспортные средства меняли представление о передвижении и энергии. Илон Маск говорил о необходимости устойчивых технологий и долгосрочного планирования, и его проекты становились примерами того, как эти идеи могут работать на практике. Оба героя уделяли особое внимание будущим поколениям. Леонардо да Винчи оставил после себя огромное количество записей и чертежей, которые столетиями служили источником вдохновения и знаний. Его тетради раскрывали не только конкретные решения, но и сам способ мышления, наблюдательный, точный и открытый к новому. Илон Маск активно делился своими идеями через публичные выступления и публикации, объясняя, почему развитие технологий и науки важно для долгосрочного прогресса человечества. С ростом масштаба проектов росла и ответственность. Леонардо да Винчи понимал, что его разработки могут влиять на судьбы городов и людей, поэтому стремился к точности и продуманности. Илон Маск также осознавал, что его решения затрагивают миллионы пользователей, и поэтому уделял большое внимание безопасности, эффективности и устойчивости создаваемых систем. Именно это сочетание дальновидности и практичности делало их работу по-настоящему значимой. Леонардо да Винчи не просто предлагал идеи, он искал способы воплотить их в реальности своего времени. Илон Маск не ограничивался мечтами о будущем, он строил заводы, запускал спутники и создавал продукты, которые уже сегодня меняют повседневную жизнь людей. Так их влияние постепенно становилось частью глобального процесса развития, где каждая новая технология и каждое новое решение оказывались шагом к более связанному, удобному и технологически развитому миру. Со временем вокруг Леонардо да Винчи сформировалась особая репутация человека, который способен видеть скрытые закономерности мира. Его рисунки и схемы показывали, как устроены природные процессы, и это влияло на то, как другие мастера и ученые подходили к своим задачам. Леонардо да Винчи не разделял искусство и науку. Для него они были разными способами описания одной и той же реальности. Благодаря этому его идеи продолжали использоваться в архитектуре, живописи и инженерии, формируя новые направления творчества. Илон Маск в современную эпоху также стал фигурой, вокруг которой концентрируется внимание к будущему.
Его проекты в области электрического транспорта, космических технологий и энергетики привлекли не только специалистов, но и широкую аудиторию. Илон Маск регулярно делится своими взглядами на развитие технологий и роль инноваций в жизни общества, что делает его одним из самых узнаваемых представителей технологического предпринимательства. Важно, что и Леонардо да Винчи, и Илон Маск умели превращать сложные идеи в понятные образы. Леонардо да Винчи создавал наглядные чертежи и иллюстрации, которые позволяли увидеть принцип работы механизмов. Илон Маск использует демонстрационные модели, прототипы и публичные презентации, чтобы показать, как его технологии работают в реальности. Этот подход делает их идеи доступными для широкой аудитории и усиливает влияние на общественное восприятие прогресса. Через такие визуальные и практические примеры люди начинали иначе смотреть на будущее. То, что раньше казалось далеким или абстрактным, становилось частью обсуждений и планов. Леонардо да Винчи помогал своим современникам представить новые формы архитектуры и инженерных решений. Илон Маск делает похожее для нашего времени, показывая, как могут выглядеть транспорт, энергия и космические системы завтрашнего дня. Постепенно их имена стали не просто обозначениями конкретных личностей, а символами определенного подхода к мышлению, открытого, исследовательского и ориентированного на долгосрочное развитие. Именно этот подход продолжает вдохновлять людей по всему миру, формируя культуру, в которой поиск новых решений ценится так же высоко, как и уже достигнутые результаты. Со временем плоды труда Леонардо да Винчи и Илона Маска начали выходить за пределы их собственных мастерских и компаний, становясь частью общего культурного и технологического пространства. Леонардо да Винчи оставил после себя картины, инженерные наброски и научные наблюдения, которые стали основой для последующих поколений исследователей и творцов. Его работы хранились, изучались и переосмысливались, помогая людям лучше понимать мир и собственные возможности. Илон Маск действует в эпоху мгновенного обмена информацией, и результаты его проектов распространяются еще быстрее. Электрические автомобили, системы хранения энергии и спутниковая связь, созданные его компаниями, используются в разных странах и влияют на повседневную жизнь миллионов людей. Илон Маск стал одним из тех, кто показал, как частные инициативы могут ускорять развитие целых отраслей, создавая новые стандарты и ожидания. Интересно, что и Леонардо да Винчи, и Илон Маск всегда уделяли внимание не только практической стороне своих идей, но и их образовательной ценности. Леонардо да Винчи стремился фиксировать свои открытия в тетрадях, чтобы другие могли учиться на его наблюдениях. Илон Маск поддерживает открытое обсуждение технологий и делится ключевыми принципами своих разработок, стимулируя интерес к инженерии и науке у новых поколений. Этот открытый подход усиливает их влияние. Идеи Леонардо да Винчи вдохновляли мастеров Возрождения и позже стали частью учебных программ. Идеи Илона Маска сегодня обсуждаются в университетах, исследовательских центрах и на технологических форумах. В обоих случаях речь идет не только о конкретных продуктах, но и о формировании культуры, в которой ценится стремление к знаниям и прогрессу. Так их наследие продолжает расширяться, соединяя прошлое и будущее в единой линии развития. Каждая новая разработка и каждое новое исследование, вдохновленное их работами, добавляет еще один штрих к этой большой картине человеческого стремления к открытию и созиданию. Истории Леонардо да Винчи и Илона Маска сходятся в том, что их влияние выходит далеко за рамки собственных эпох.
Леонардо да Винчи оставил после себя целый мир идей, где искусство, инженерия и наблюдение за природой образуют единое целое. Его рисунки, записи и произведения стали фундаментом для многих направлений науки и творчества, которые продолжали развиваться и спустя долгие годы. Имя Леонардо да Винчи превратилось в символ любознательности и стремления понять устройство Вселенной. Илон Маск уже в наше время формирует похожее наследие, только с помощью современных технологий. Его компании работают в сферах транспорта, энергетики и космических исследований, создавая решения, которые влияют на образ жизни людей по всему миру. Илон Маск показывает, как сочетание инженерного мышления и предпринимательского подхода может ускорять прогресс и открывать новые горизонты для человечества. Оба героя этой истории объединены желанием смотреть дальше привычных границ. Леонардо да Винчи не довольствовался тем, что уже было известно, и постоянно искал новые закономерности. Илон Маск также ориентируется на долгосрочные цели, строя проекты, которые рассчитаны на будущее и на развитие следующих поколений. Их пути разделены столетиями, но объединены одной идеей – вера в силу человеческого разума и созидания. Когда мы оглядываемся на их достижения, становится ясно, что именно такие люди формируют направление движения цивилизации. Они задают вопросы, на которые другие только начинают искать ответы, и предлагают решения, которые постепенно становятся частью нашей реальности. Леонардо да Винчи и Илон Маск в этом смысле оказываются не просто выдающимися личностями, а ориентирами, показывающими, как смелое мышление может менять мир. Именно поэтому их истории продолжают вдохновлять, не как завершенные биографии, а как живые примеры того, что стремление к знаниям, творчеству и технологиям способно соединять разные эпохи в едином потоке развития. И вот на этом наша история плавно подходит к своему завершению. Мы вместе прошли путь от первых идей Леонардо да Винчи до современных проектов Илона Маска и увидели, как в разные эпохи стремление к знаниям и созиданию может менять представление о будущем. Такие истории напоминают, что любопытство, труд и вера в возможности разума способны соединять века и вдохновлять людей по всему миру. Если вам было интересно наблюдать за этим путешествием, оставайтесь с нами дальше. Впереди еще много удивительных историй о людях, идеях и технологиях, которые формируют наш мир. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео и были с нами до самого конца. Будет очень приятно, если вы поддержите канал, подпишитесь, поставите лайк и поделитесь в комментариях своими мыслями о том, какие истории вам хотелось бы увидеть в следующих выпусках. Ваше участие помогает этому проекту развиваться и создавать еще больше интересного контента. Спасибо за внимание и до скорой встречи в новых видео.